В сегодняшнем видео я хочу поговорить о схеме посадки плодового сада. Какие есть схемы, для каких подвоев подходит та или иная схема и по какой схеме посажен мой сад, а точнее два моих участка моего сада. Поскольку у нас больше недели идет дождь и конкретно похолодало, то это видео будет в формате лекции, ну или урока. Конечно, эти схемы хорошо использовать, когда у вас ровный участок и имеет форму прямоугольника. Но я хочу рассказать основное, а уже как это применять, решать вам. Первая схема самая простая. Здесь деревья сажаются прямоугольником. Эта схема подходит для семенных подвоев. Например, яблони, груши, абрикосы. Деревья, которые на семенном подвое растут очень большие. Расстояние между деревьями в этом случае должно быть не менее 5 метров. То есть 5 метров вот так в ряду и 5 метров между рядами. Получается такой квадрат. Такие плодовые, как слива, вишня, персик, можно садить 4 на 4. То есть те самые размеры, только уменьшаем их на 1 метр. На среднерослых подвоях по такой схеме деревья сажаются от 3 на 3 метра или 4 на 4 метра. Это уже каждый решает сам для себя. На карликовом подвое такая схема будет неправильной, поскольку будет очень много неиспользованного места. Сад лучше всего садить из юга на север. Например, здесь у нас юг, здесь у нас север. Поэтому ряды лучше всего, чтобы шли из юга на север или из севера на юг. Когда солнце с этой стороны поднимается, оно начинает освещать эту сторону сада. Когда полдень, начинает освещать ряды, и дерево как бы немножко заслоняет другое дерево. Получается, что деревья как бы не горят на солнце. Потом солнце переходит на эту сторону, и вечернее солнышко освещает вот эту сторону. Поэтому сад у нас находится как бы постоянно под солнечными лучами. Следующая схема уплотненная. Схема, которую можно назвать посадка в шахматном порядке. Эта схема хорошо для среднерослых подвоев. Между рядами в одном и другом направлении по 4 метра. Здесь 4 метра и здесь 4 метра. А вот эти деревья сажаются уже немножко по-другому. Ну, на своем примере я покажу, как я это делал. Натягивается вот с этого места и до этого деревца веревка. Также с вот этого деревца до вот этого веревка. И получается, что в этом месте, где пересекаются вот этих две веревки, досаживается еще одно деревцо. И так делаем с каждым деревцом. Получается, что у нас создается как бы еще два ряда. Один ряд между этими и один ряд между этими. Здесь такая садка очень уплотненная. И она практически самая выгодная. У нас получается ряды создаются вот так. 1, 2, 3, 4, 5 рядов. Дальше ряды у нас создаются вот так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Также вот так ряды. То есть получается, с какой стороны мы не посмотрим, у нас сад будет полностью весь в рядах. Таким способом солнце тоже хорошо освещает. Например, в этот раз в верхней части у нас юг, в нижней у нас север. Тоже освещение идет здесь идеально, и все деревья получают много солнечного света.
И здесь у нас уже получается, что между этими деревьями 4 метра, здесь у нас тоже 4 метра. Но между вот этими деревьями будет где-то у нас 2,5 метра. Это очень хорошо используется площадь, очень плотная посадка. Здесь агротехникой обработать уже не получится, поэтому имейте это в виду. Здесь только садовод или люди, например, могут ходить без какого-либо транспорта, без техники, собирать урожай, обрабатывать этот сад. Так посажен сад у меня. И чуть позже я покажу схему посадки своего сада. Конечно, вот эту схему можно немножко увеличить. Например, здесь взять 5 метров, здесь 5 метров. Тогда вот этот размер будет около 3 метров. Ну, сейчас я не буду высчитывать, это у нас теорема Пифагора. Поэтому, как это делается, я сейчас показывать не буду. Скажу так, что на 1 сотке территории можно посадить приблизительно 15-18 деревьев. Это получается самая уплотненная посадка. Конечно, размеры можно увеличить, но ведь большинство садоводов стараются по максимуму использовать имеющуюся площадь. И еще одна схема, которая больше всего подходит для посадки сада на карликовом низкорослом подвое. В этом случае деревья в ряду садятся на расстоянии от 80 сантиметров до 1,5 метров. А между рядами, если не планируется использование техники, которая, например, там обрабатывает, обрезает сад, собирает урожай, то 2-2,5 метра. Если планируется использование техники, то это расстояние будет 2,5-3 метра. Потому что ряды надо немного шире, чтобы техника могла проехать по этим рядам. Посадка на карликовом подвое имеет свои преимущества, так как первый урожай можно получить уже на 2-й год. И качество плодов при должном уходе самое высокое, но есть и недостатки. Такие деревья требуют постоянного полива, и для них нужна установка шпалеры. Поскольку у этих деревьев корневая находится не глубоко, и при большом ветре без опор эти деревья просто вываливает с корнями. Поэтому на сегодняшний день самым перспективным для домашнего использования считаются деревья на среднерослых подвоях. В них хорошо развивается корневая система, и эти деревья не растут выше 3-3,5 метров. А сейчас я покажу схему, как у меня посажены участки. На 2 участках у меня растут около 150 деревьев. На первом участке, который находится за 300 метров от моего дома, деревья посажены в шахматном порядке. Здесь сад занимает около 5 соток и посажены около 90 плодовых деревьев. 10 кустов винограда, до 20 кустов смородины, крыжовника и так дальше. Здесь они у меня посажены под забором между деревьями по 1 кусту. И около 80 кустов малины. Малина с другой стороны под забором. Здесь малина и ежевика. Вот такое количество плодовых культур мне удалось посадить на этом небольшом участке. Здесь все разбросано. Вот в этой зоне моего участка находятся яблоки и груши. Здесь у меня находится виноград, так как он более всех культур теплолюбив. И дальше вот в этой стороне у меня уже находятся косточковые. Это сливы, персики, абрикосы, вишни. Здесь все тоже разбросано, но все садилось попарно, чтобы хорошо было опыление.
Вот в этом месте у меня пропали в этом году абрикосы, замерзли. Вот этот пропал. Так, здесь у меня тоже абрикос. Здесь схема еще не подправлена. И поэтому, да, здесь вот у меня еще персик тоже пропал. Поэтому 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деревьев я буду заменять практически вот это все яблонями. Поскольку яблони у нас более такие подготовленные к суровым условиям, то будем вместо абрикосов садить яблони. На другом участке, который находится возле дома у моих родителей, посажены около 60 деревьев по схеме 3 на 3. Здесь площадь около 3 соток и деревья все разнообразные. Яблони, груши, сливы, ну и другие. Здесь я ряды, вот груши, например, ряды шли так. Яблони, груши, яблони, груши. А в этом месте немножко по-другому. Груши я посадил, здесь у нас выезд из гаража. Поэтому груши с одной стороны и с другой стороны. А уже здесь посадил вот так ряды. То есть, ну как мне это хотелось, так и посадил. Здесь у нас север. Здесь у нас юг. Получается, что деревья абрикосы, поскольку они растут самые большие, я их посадил дальше всех, чтобы солнце, когда с этой стороны светит, то абрикосы растут очень быстро, чтобы они не закрывали вот эти все остальные деревья. Ну а дальше яблони, сливы, персики и вишни здесь в самом таком уютном местечке. Здесь у нас летняя кухня, погреб и так дальше. Вот такая у меня схема посадки. Подведем небольшой итог. Планировка сада – это нужный момент перед посадкой сада. И перед тем, как посадить даже 1, 2, 3 плодовых деревья, надо хорошо подумать, как это лучше сделать. И не придется ли завтра, послезавтра все это переделывать. На этом на сегодня у меня все. Если есть какие-либо вопросы, задавайте. А я в самые короткие сроки попытаюсь на них ответить. Не забудьте поставить пальчик вверх, ну или вниз, подписаться на мой канал и до следующих видео.